При проведении сплайнов по данным низкого качества не всегда удается соблюсти все критерии, рассмотренные в предыдущем уроке. В таких крайних случаях можно воспользоваться рэперной точкой. Рассмотрим пример, в котором на низких частотах амплитудные кривые искажены. Амплитуда с фазой не согласуется, сплайн не похож на соседние опорные кривые. Используя сами данные, невозможно добиться соблюдения критериев проведения сплайна. Удалим искаженные данные на амплитудной кривой и с помощью инструмента «Ставить рэпер» поставим дополнительную точку так, чтобы дисперсионное соотношение соблюдалось и кривая была похожа на опорную. Рэпер можно выделять и удалять так же, как и обычные точки. Рэперы приписываются к той записи, которая выделена на панели пикетов. Использовать рэперы при проведении сплайнов нужно только в крайних случаях. Рассмотрим настройки сплайнов и все, что с ними связано. Зайдем в настройки сплайна. Это можно сделать во вкладке «Настройки», нажав кнопку «Настройки» и выбрав секцию «Сплайны», или на панели «Работа с данными» в секции «Аппроксимация» нажать кнопку быстрого доступа в правом нижнем углу секции. Здесь можно поменять параметр гладкости сплайна. Гладкость сплайнов варьируется в зависимости от качества данных. Чем лучше качество, тем меньше значение гладкости следует использовать. Обычно используются значения в диапазоне от 0,02 для данных отличного качества до 0,1 для зашумленных данных. Кнопка «Использовать разброс данных» увеличивает параметр гладкости на тех участках кривых, где разброс данных большой. Если выбрана опция «Использовать индивидуальные сплайны для каждого пикета», то для каждой записи будет рассчитываться и отображаться индивидуальный сплайн. В противном случае для всех загруженных записей будет строиться общий сплайн. Опция «Использовать индивидуальные параметры сплайна для каждой компоненты» позволяет выбрать индивидуальный параметр гладкости для каждой компоненты любой передаточной функции. Если выбрана опция «Проводить сплайны по удаленным данным», то сглаживающая кривая будет строиться на тех частотах, где были удалены все данные. В противном случае на экране и в сохраненных файлах на этих частотах будут отсутствовать значения. Иногда для согласования амплитуды с фазой на удаленных участках кривых необходимо поставить рэперную точку. Относительный вес рэперных точек задается в этой области. Опция «Рассчитывать сплайны на равномерной сетке частот» позволяет вместо сетки частот загруженных данных использовать унифицированную логарифмическую сетку. Количество точек на декаду задается в поле ниже. Опция «Отображать опорные точки сплайна» позволяет вывести на экран промежуточные осредненные значения на каждой частоте, по которым строится сплайн. И, наконец, «Отображать ворота сплайна» показывает доверительные рассчитанные интервалы, которые будут сохранены при сохранении сплайнов. Отображение сплайна можно поменять и в секции «Сплайн» на панели «Настройки». Здесь продублированы опции ворота сплайна и опорные точки сплайна, и кроме того, есть настройка ширины линии сплайна. На этой же панели есть настройки отображения опорных кривых, их ширины, возможность отключить отображение опорных кривых. Напомним, что записи можно перетащить из окна пикетов в окно опорных кривых. Тогда они не будут участвовать в редактировании, а будут только отображаться как вспомогательные данные. Можно также выполнить обратную операцию. Рассмотрим оставшиеся функции панели «Настройки». В секции «Графики» можно изменить настройки визуализации кривых. Можно регулировать размер точек, включить отображение серым цветом промежуточных реализаций и включить отображение доверительных интервалов данных. Кроме того, для увеличения рабочего пространства на маленьких мониторах на этой панели есть кнопка скрытия заголовков графиков, альтернативный вариант клавиша F12. В секции «Диспетчеры» можно отключить окна, которые не нужны для работы в данный момент. В секции «Настройки» находится кнопка вызова меню настроек, сохранения и загрузка конфигурации программы. Последняя кнопка на панели – горячие клавиши.
Использование горячих клавиш существенно ускоряет работу в программе. Полный их перечень приведен в этом окне.